Тут интереснейшая информация до меня дошла, друзья мои. Я не могу пропустить эту информацию, потому что я буду время от времени, по возможности, и когда будет достойный того повод. Хотя, знаете, кто определяет, что является достойным поводом для людей, которые сейчас находятся под стражей и ожидают какого-то приговора, ну, непонятно какого, в непонятном этом государстве. Я имею в виду Евгения Тимонина и Дмитрия Васильца, двух ребят, которых обвиняют в измене родине, там во всех, в общем, во всех грехах. И этот процесс не такой громкий, как был у Руслана Кацабы. В общем, всякое может быть. Я, кстати, очень рад, что в этот процесс сейчас вошла Татьяна Монтян. Возможно, что публичность, это добавит публичности. А там, где публичность, там, знаете, там демонам тяжелее, потому что на свету они скукоживаться начинают, знаете, расплываться, превращаться в жидкое дерьмо, в общем-то, в то, чем они являются на самом деле. Если вы помните, у меня был сюжет как раз таки по суду. Я там показал в числе других сюжетов, это в одном блоге было, в числе прочего показал некого гражданина, который дает показания на вот этих вот ребят. И он рассказывает, что все у них сепаратистское и все антиукраинское. Антиукраинское, сепаратистское, сепаратистское, антиукраинское. В общем, показал я этот маразм. І если вы это помните хорошо, то просто промотайте. А если нет, то посмотрите. Він постійно залишав під матеріалами свої особисті коментарі. И вот мы уже переносимся в Житомир, и в Житомире идет суд над ребятами, один из них Дмитрий Василец, второй из них Тимонин. Их судят за сепаратизм, измену родины, за все подряд, короче, судят. И вот это вот ублюдок, то есть вот этот журналист, это журналист, кстати, стоит, и он рассказывает о том, как Тимонин оставлял комментарии сепаратистской наполненности. Які носили явно антиукраїнський характер, де він назвав всіх учасників Майдану майданутими. Вот козел, который дает показания в суде на людей, всерьез рассказывая о том, что вина людей в том, что они называли кого-то майданутыми, это не просто там козел с улицы или там с поля, к примеру, щипал там где-то травку. Нет, это глава бердичевского там осередка, да, как это дерьмо называется, Национального союза журналистов Украины. Потім заходили на його сторіночку у соціальних мережах ВКонтакті, єв.тімонін. І так бачимо, що там дійсно ці ж самі вислови, які у нас були на сайті, ці ж самі антиукраїнські гасла. Антиукраинские лозунги и клевета на украинский строй. Заклики до тероризму, там, здається, була така фраза «Тільки тотальний терор поможе уничтожить майданутих». Но какой украинский журналист не будет врать? Мы знаем, что у него было на странице, а чего у него на странице не было. И этот подонок сейчас откровенно просто врет. Були в нього фотографії на сторіночці, де з українським прапором, який спускається в унітаз. Були в нього заклики «Росія, введи войска». Даже «Россия, введи войска» у него было все на странице. Вау! Наверное, все потер. Були в нього вислови, там, «Встретиш майданутого, застрели його». Ну вот мы заходим к Тимонину на страницу. И что интересно, то есть он такой хитрый, он те все свои призывы убрал, а вот эти убрать забыл. Сталин с нами. Ну, разумно было бы потереть все. Вот потереть, допустим, Мишку, да, потереть вот это вот, про Порошенко потереть, вот эти изображения Порошенко потереть. То есть все эти свои презрительные высказывания касательно украинской власти и непрезрительные касательно сепаратистов он бы должен был убрать. Но он такой глупый, что вот те убрал, а эти оставил. Думает, помогу-ка я следствию, и пускай вот эти вот останутся. Нет, просто вот тот вот свидетель лжесвидетельствует, что нормально для украинского журналиста. История получила внезапное продолжение, потому что вот этот наш герой блога, он не просто какой-то, как я говорил уже, козел, а глава осередку, спилки там, журналистов Украины в области, серьезный человек, явно имеющий отношение к журналистике. Он написал донос. Написал донос на меня в СБУ. И что там это убогое написало? Вот в управление СБУ Заремского Дениса Эдуардовича обращение. В связи с допросом меня, тра-та-та, и Васильца и Тимонина, ага.
Информую вас про то, что видео с моим допросом на указанном судебном заседании было размещено в сети интернет YouTube на странице сепаратистского блогера Анатолия Шария. В этом видео Шари нецензурно комментировал мои свидетельства и также меня всячески обзывал и слова говорил про меня и защищал подсудимых. Я думаю, что этому дрозду даже выдумывать ничего не надо было. Они вот закрывают глаза, и у них рождаются уже нужные определения. Выражался нецензурной бранью. Так пишут милиционеры в милицейских протоколах. Выражался нецензурной бранью. Ты вообще можешь никак не выражаться, но это надо для того, чтобы полнота была, для того, чтобы хорошо закрепить. Вот у них это на генном уровне, я уверен. Короче, так что же он хочет? Ага, что на него ему начали угрожать. После этого и мне, и всем моим близким, и вот так вот. Ну и в этом случае, конечно же, нет ничего лучше, чем обратиться в Службу безопасности Украины. Служба безопасности меня защитит. Вот от этой нецензурной брани, знаешь, я там искал нецензурную брань, нашел вот это, с удовольствием это повторил бы. Вот ублюдок, вот козел, подонок, лжесвидетельствует. Нецензурная брань, слышали, какая? В общем, СБУ может подтереться твоим заявлением, может подложить в папку дело Шария, может, мне вообще плевать, что оно будет с этим заявлением делать, может сделать себе маленький самолетик и улететь на нем в страну заебандию. Но вот дальше началось кое-что интересное, потому что прокуратура внезапно поддержала вот это вот обращение этого клоуна. Клоун — это нецензурная брань. И ходатайствовала прокуратура перед судом по поводу того, чтобы невозможно было снимать судебные заседания. Ну, лучше что все в темноте делать, чтобы не корежило. И суд частично удовлетворил. И теперь, когда будут слушать вот такие вот свидетельские показания, я кавычу, то нельзя будет смотреть, кто эти свидетельские показания дает. Я же говорю, оркам лучше всего в темноте. В темноте-то лучше дела делаются. Правда, чтобы не было видно, что выходит чучело, нецензурная, кстати, брань, вот, какая-то мразь просто маловоспитанная, нецензурная брань, и рассказывает абсолютную ахинею. Но вот здесь вот есть один нюанс. Во-первых, на меня подали заявление, где я заведомо ложно обвиняюсь в сепаратизме. Сепаратистский блогер. Никакого сепаратизма никогда не было. Поэтому мы в свою очередь подадим заявление на вот этого вот Ландорика за то, что он обвинил меня в совершении ужасающего преступления. Какой такой сепаратизм? А во-вторых, что самое интересное, это уже привет прокуратуре. То одне з великих, які у нас буде на сайті, ці ж встрітиш майданутого, застрели його. Тако. Коли у нас була пожежа на... Вы еще не поняли, что я вам показываю? Это Денис Заремский разместил видео своего допроса. В районі вокзалу. У нас на сайті він написав, що це лише перша ластівка, тобто можливих терактів. Так. Разместил он то самое видео, которое я и использовал в блоге. 20 сентября он его разместил. А вот страница нашего прекрасного героя. А вот это видео. Прямо ще таку... Собственно, по IP-шнику, що це Євген Тимур. Потім заходили на його сторіночку у соціальних мережах ВКонтакті. Заходим на его сторіночку в социальных мережах ВКонтакте. Мы на твою сторіночку зашли в социальной мережи ВКонтакте и увидели там, что 20 сентября ты сам разместил видео своего допроса. После этого мы пойдем в социальную мережу YouTube и подивимось туди. И не без удивления обнаружим, что Анатолий Шарий разместил это 1 октября. 1 октября, через 10 дней. Надо было по-другому. Надо было написать заявление, что ввиду того, что я разместил видео своего собственного допроса у себя на странице ВКонтакте, мне посыпались угрозы. Прошу запретить мне размещать видео с моими допросами у меня на стене. Откуда вас берут таких тупых? Откуда вас таких тупорезов вообще находят? Где вас штампуют вообще? Откуда вас выпускают? Журналист. Я очень скоро постараюсь крутануть тебя на уголовное преступление, потому что подача заведомо ложного сообщения о серьезном преступлении, а ты обвинил меня в сепаратизме, это уголовно наказуемое преступление. Проконсультируйся у адвоката. Я очень сильно постараюсь. Пока.
Кстати, когда там отдельные хитрецы думают, что у них получится под покровом ночной темноты, как говорится, протянуть это дело до какого-то там вердикта мимо правозащитных организаций. Я знаю, что такое правозащитная организация. Я знаю, что они спят. Я знаю, что они замечают то, что им надо замечать, то, что им говорят замечать их спонсоры зачастую. Но иногда, когда ты притащишь эту правозащитную организацию, она упирается, она спит, и покажешь, ткнешь носом, тогда они иногда бывают прозревают, как прозрели они в деле Кацабы. И здесь могут прозреть. Аминь.